Сегодня покажем в работе пленку укладчика компании Gaspar Agro. Данная машина была позаимствована у итальянцев и переработана для российского рынка. Представляет собой вот такую конструкцию. Работает с любыми укрывными материалами с шириной до 1,60 м. Это может быть пленка, это может быть ткань, это может быть спанбонд. В данном случае здесь установлена черная пленка в размере 1,35 м. Также у нас установлено две катушки с капельной лентой. По краям у нас находятся маркеры. В нижней части здесь у нас находятся два диска слева и справа. При движении трактора вперед за счет данных дисков набрасывается земля на края пленки, чтобы она фиксировалась на земле. Данная машина в своей структуре имеет высевающий аппарат, который в данный момент не используется. Здесь у нас будет установлен высевающий диск. В нем будут сверлиться отверстия под размер семечки и с тем шагом, который нужен фермеру. Это может быть почаще внесение семечки и пореже. На каждую культуру идут отдельные диски, потому что размер семечки он может быть разный. Здесь у нас емкость для удобрений, опорные колеса, каток. Данная машина сегодня мы покажем будет работать только с пленкой. Мы укрываем грядки пленкой от сорняка, и чтобы земля прогрелась. В дальнейшем на эти грядки будут высаживаться яблоневый сад и клубника. Обратите внимание, в задней части находится вот такая вот штанга. В последующем на нее будут крепиться зубчатые колеса, которые в пленке делают отверстия, и через эти отверстия уже высаживаются семена. Все, выдвигаемся сейчас на участок, покажем данную машину в работе. Друзья, находимся сегодня у фермера Аренда Фейнстра, который переехал больше года назад в Нижегородскую область. Очень функциональная машина. Аренд ее выбрал сам в просторах интернета. Видимо, читал отзывы, общался с людьми, которые уже данную машину приобрели, и остановил выбор на ней. Мы связались с производителем, провели переговоры и получили машину по хорошей цене. В данный момент машина используется для укладки пленки. Высевающая установка и бункер для внесения удобрений временно не используются, пока нет необходимости. Мы укрываем землю пленкой, чтобы защитить ее от сорняков. И в дальнейшем, вот на этом участке, сейчас подробно покажем, будет посажен яблоневый сад и клубника. Чуть позже с помощью данной машины будем вносить семена в пленку. Здесь у нас какая-то часть уже сделана этого участка. Ребята работают по новому участку. Так выглядит уже уложенная пленка. Машина сразу может прокладывать капельную ленту для полива. Принцип работы машины следующий. У нас есть пленка. Пленка используется в размере 1,35 м. Обычная черная пленка. Для старта нам нужно ее зафиксировать. Здесь сразу у нас идет капельная лента, которая укладывается под пленку. Ага, колеса прижимают пленку. Если говорить о машине, машина производится в России. Основы машины были взяты у итальянцев и переработаны под наши условия работы. У машины есть высевающий аппарат, емкость для удобрений. По бокам есть два маркера, но фермеры ими пока не пользуются, нет необходимости. Он уже знает, как оставить нужное расстояние между посадками. Максимально машина может работать с материалом с шириной до 1,60 м. Можно использовать не только пленку, но абсолютно любой укрывной материал. Спанбонд, ткань, пленка, все что угодно. Соответственно, разные плотности.
Цвет тоже не имеет значения. Сейчас Уэсли делает последние приготовления, чтобы начать двигаться. Здесь у нас используется высевающий диск. Он находится сейчас в бункере с семенами. Как я говорил, что он пока не используется. Высевающий диск в зависимости от типа культур имеет разные отверстия. И частота расстояний между отверстиями тоже может быть разное. Расстояние между отверстиями и частота. Что позволяет вносить разные культуры с различным шагом. Максимальный размер семечки, по-моему, до 12 миллиметров может быть использоваться, но могу ошибаться. Есть у нас еще такой функционал, что здесь на этой штанге устанавливаются колеса, которые с такими на концах шипами прокалывают пленку, делают отверстие в пленке, и туда уже поступает у нас семечко из бункера. Но так как сейчас нет задачи что-то сажать, мы просто укрываем землю от сорняков, и чтобы она нагревалась. Впоследствии в ручном режиме будут проделываться отверстия в пленке, и будет высаживаться уже яблоко. Вот, обратите внимание, колеса прижимают пленку, два диска по краям накидывают землю на эту пленку, прижимая ее по сторонам. Все. Вопрос регулировок. Вот такой непростой принцип работы машины. Нужно же было такое придумать. Присыпает землей по краям, как с одной, так и с другой стороны. Уэсли фиксирует капельную ленту. Спрашивал сейчас у фермера, как будет осуществляться посадка культур. Схема следующая. Здесь у нас будет сажаться яблоко. Две грядки идет под стробери, клубнику. Дальше опять яблоко. Две грядки под клубнику. Ну да, здесь, к сожалению, от ручной работы уйти нельзя полностью автоматизировать. Схема по-прежнему такая же. Крепим капельную ленту. Потом Аарон поднимает навеской саму машину. Фиксируем пленку. Дальше уже начинаем движение.